Журнал The Economist решил посвятить нас в детали непубличных переговоров Кирилла Дмитриева и Стивена Уиткофа, спецпредставителей президентов России и Соединенных Штатов. Нам приподнимают завесу над сценой абсолютного безумия. Оказывается, Дональду Трампу пытаются продать величайшую сделку сразу обо всем. Там и добыча редкоземельных металлов, и добыча нефти и газа в Арктике, строительство дата-центров на атомной энергии и даже тоннеля под Беринговым проливом, который соединит США с Россией. Короче говоря, как будто кто-то собрал все любимые слова Трампа в один мешок. В сумме все эти проекты, во имя которых нужно снять санкции и надавить на Украину, предлагается оценивать в 12 триллионов долларов. По замыслу авторов, Россия и США будут не просто торговать, но заниматься всем на свете в макроэкономических масштабах. Этот разговор светских сумасшедших о каких-то фантасмагорических перспективах, о проектах, сравнимых со строительством звезды смерти, очень хороший повод подвести итог переговорного процесса за год. Сейчас это и сделаем. Только перед тем, как начнем, напомню, мы активно развиваем проект «Релокац», и теперь там можно не только узнать полезную информацию о переезде в любую страну мира, но и обратиться за консультацией к специалистам проекта. Он помогает с оформлением ВНЖ, ПМЖ и гражданства. Ссылка в описании. Там же инструкция, как вернуть себе нормальный интернет в России и обойти блокировки. Ну все, начинаем. Для начала напомним реальность. Россия и США никогда не были друг для друга важными торговыми партнерами. Были важными в какой-то отдельной категории товаров, вроде титана или урана, но в деньгах это всегда были копейки. Возьмем совсем чистые данные. 2018 год, до ковида, который сильно исказил мировую торговлю, и уж тем более до войны и санкций. Тогда Россия экспортировала в США на 18 миллиардов долларов, меньше, чем в Италию, в 2 раза меньше, чем в Нидерланды. Импортировала же Россия на 10 миллиардов, в 3 раза меньше, чем из Германии. Вне зависимости от войн и санкций, Россия и США будут друг для друга партнерами сугубо периферийными. Виной тому география и структура торговли. Главные статьи экспорта России – нефть, газ, продукты их переработки, а также продукция черной и цветной металлургии. Все это дело США гораздо проще покупать на американском континенте. И более того, в значительной части экспортной номенклатуры России и США это не покупатель и продавец, а вообще конкуренты. Наш традиционный рынок – это Европа. Под него выстраивалось буквально все – производство, добыча, логистика. В европейской части страны сконцентрированы производственные и людские ресурсы. И ситуация не изменится. Едва только Россия придет в норму, Европа по торговым отношениям с ней вновь сильно обгонит Китай, а США останутся периферийным рынком. К этому рассуждению мы возвращаемся каждый раз, когда американская страна вдруг начинает рассказывать, какую невероятную торговую сделку они сейчас предложат Путину. Сделку, которая все изменит. Которая точно заставит Путина отказаться от своих планов на захват украинских территорий. Каждый раз мы повторяем. Даже если человек, который уже угрохал на войну триллион, можно было бы соблазнить деньгами. Даже если бы они могли стать мотивацией для самого богатого человека на свете, даже тогда американцам нечего было бы ему предложить. Даже если взять взаимную торговлю между Россией и США в лучший год и умножить сразу на 2, это все равно абсолютно неважные гроши в масштабах того, сколько Путин грохает на захват Купянска и Константиновки, в которых, напомню, ничего нет и они ни зачем России не нужны. Каждый раз, когда тема эта всплывала, когда Трамп вновь повторял идею купить Путина большими прибылями, мы говорили, Россия и США – это как лесопилка из Подмосковья и завод холодильников из Хабаровска. У них не может получиться большого совместного бизнеса. Если вся переговорная стратегия сводится к тому, что Кирилл Дмитриев рассказывает Стивену Уиткофу о больших деньгах, то это большой развод с целью тянуть время, размахивая перед Трампом золотой морковкой. Но, рассуждая обо всем этом, мы, конечно, недооценивали совершенно дикую наглость происходящего. Мы понимали, что, скорее всего, на этих встречах обсуждаются абсолютно нереалистичные суммы, основанные на абсолютно вздорных ожиданиях и завиральных прогнозах по масштабам совместной торговли. На абсолютно фантазийных совместных проектах. Берется какое-нибудь месторождение в какой-нибудь Арктике, которое никто еще даже с точки зрения целесообразности разработки не обсчитывал, куда лет 20 придется только вкладывать. И объем вот этой вот еще даже не запланированной чудо-скважины объявляется чистой прибылью. Но мы сильно недооценивали масштабы мифотворчества.
$12 триллионов, о которых пишет Economist, это какая-то просто потрясающая наглость. Если действительно все так, если Кирилл Дмитриев произносит эту сумму вслух, а Уитков и зять Трампа Кушнер сидят и без смеха, серьезно, слушают это, то Дмитриев действительно великий переговорщик. А бесконечный его пиар, возможно, заслуженный. $12 триллионов, в объеме которых речь идет о совместных проектах, это 10% всего мирового ВВП. Это 6 годовых ВВП России. Если же брать оборот совместной торговли России и США в довоенном 2021 году, $30 миллиардов, то 12 триллионов – это ее объем за 400 лет! Пожалуй, вот эти разговоры, дескать, мы тут на совместных проектах, на разработке полезных ископаемых в самых недоступных регионах планеты заработаем вместе 12 триллионов, такие разговоры в полной мере описывают характер происходящего. Если мы задаемся вопросом, насколько всерьез нужно относиться ко всем этим тайным и явным переговорам между российской и американской сторонами, нужно всякий раз себе напоминать одну вещь. Люди эти всерьез, не моргнув глазом, обещают друг другу совместных проектов в объеме, равном российскому федеральному бюджету за четверть века. Переговоры эти, как и ожидалось, представляют собой взаимный груминг с обсуждением чистых абстракций. Эти люди обсуждают там, за закрытыми дверьми, не что-то реальное и не что-то, что может таковым стать. Даже при завышенных расчетах и удачном стечении обстоятельств они просто называют случайные цифры, которые хороши только тем, что в 12 триллионах есть 12 нулей. Таким образом, когда нам кажется, что все эти тайные переговоры о больших совместных сделках — это какой-то мелкотравчатый развод, который не имеет вообще никакого отношения к реальности и никак не приближает нас к концу войны, что новости с очередных тусовок в Майами можно просто не читать, то нам не кажется. Ровно так оно все и есть. То есть у нас сейчас идут 3 параллельных процесса. Поговорим о них после небольшой рекламы. Посмотрите, пожалуйста. Если вы планируете открыть карту в зарубежном банке, лучше не откладывать это на потом. Банки постепенно пересматривают свою политику, и, например, в Казахстане карту открыть стало уже не так просто, как раньше. Можно легко сейчас лишь продлить срок действия уже выпущенной. Но все еще можно открыть счет в других банках ближнего зарубежья. С этим помогает компания Феноменал. Феноменал помогла открыть карты уже тысячам россиян. И теперь те смогут спокойно принимать SWIFT-переводы с выгодной конвертацией, хранить деньги в валюте на именном счете, арендовать автомобили, оплачивать покупки за границей как онлайн, так и офлайн. При этом пополнить можно все это дело прямо по системе быстрых платежей с российского счета. Или наоборот, вывести средства на российскую карту, если получили международный перевод. Такой счет здорово пригодится и для путешествий, и для оплаты зарубежных сервисов, и для получения гонораров от иностранных заказчиков. Также с помощью такой карты можно покупать криптовалюту по хорошему курсу прямо внутри приложения банка. Банковское приложение доступно на русском языке. Apple и Google Pay с такими картами прекрасно работают. Еще и оформление быстрое, от 1 дня. С Феноменал вы можете стать клиентом зарубежного лицензированного банка наравне с резидентами страны безо всяких дорогостоящих поездок и получить мультивалютный счет на 5 лет. Обслуживание карт недорогое, а по промокоду CATS будет скидка на оформление 5000 рублей. Поддержка Феноменал поможет вам на каждом этапе, от обращения до активации. Ссылка в описании. Спасибо, что смотрите рекламу, которая позволяет нашему каналу оставаться независимым, а мы продолжим. Мы говорили о том, что все тайные переговоры о больших совместных сделках кажутся какой-то разводкой. Да и, по всей видимости, не кажутся, а такие и есть. У нас сейчас существует 3 параллельных процесса, которые друг с другом не пересекаются. Существуют официальные публичные переговоры, возглавлять которые снова отправили Владимира Мединского. Личность этого главы делегации, у которого кроме места помощника президента нет вообще никакой внятной должности и полномочий, сразу обрисовывает нам возможные тут перспективы. От делегации и СМИ мы слышим, что Россия и Украина обсудили создание демилитаризованной зоны на Донбассе. Хотя множество раз и от Путина лично, и от Пескова, и от Лаврова, и от Медведева мы слышали, что никакие такого рода перспективы даже не рассматриваются. Что Россия не хочет временных решений и перемирий, а уж тем более в таких формах, как создание демилитаризованной зоны, которая сама по себе предполагает ввод каких-то внешних миротворческих сил.
Иногда такого рода публичные встречи заканчиваются обменом телами погибших и пленными. Что, безусловно, хорошо. Но не надо тут обманываться, это не какой-то процесс пошел. Уж тем более не разворачиваются процессы. Гуманитарные обмены между сторонами шли с первых дней войны, без относительно всяких переговоров. Второй процесс – непубличные переговоры Ушакова и Дмитриева с одной стороны и Уиткофа и Кушнера с другой. Там, видимо, задача просто впечатлить Трампа огромными суммами, чтобы он, как в случае с Саудовской Аравией, например, мог бы сказать: вот такие невероятные триллионы я принес американской экономике. И чтобы снова козырять своими невероятными прибылями, Трамп вроде как должен стать Путину другом и помочь ему выиграть войну. Третий процесс – совокупность реально происходящих событий. Реальность в том, что война застряла окончательно. Мы до сих пор с трудом понимаем, как на это повлияло отключение старлинков. Но есть факт. И без того медленное наступление увязло вовсе, а на отдельных участках Украина смогла что-то успешно отбить обратно. Таким образом, спустя почти год с той перепалки в Белом доме, когда Украине пророчили поражение без поддержки США то ли за несколько месяцев, то ли за несколько недель, Украина даже и близко не находится к тому состоянию, когда нужно принимать мир любой ценой, на любых сколь угодно унизительных условиях. С точки зрения достижения любых военных целей, вроде захвата всего Донбасса, Путин находится примерно там же, где год назад. Как и год назад, нельзя сказать, будто он в чем-то так преуспел, что может ставить условия Украине и ее союзникам. Будто Европа должна воспринимать его как непобедимое зло, с которым бесполезно помогать воевать Украине, и проще бы даже подталкивать ту к капитуляции. Если план заключается в том, чтобы максимально долго держать Трампа в подвешенном состоянии, а за это время переломить ситуацию на фронте, захватить столько, что можно договариваться на условиях победителя, то план этот в полной мере провален. Устроенный Путиным энергетический террор, который действительно убивал мирных граждан Украины в тылу, вот-вот исчерпает свою силу. Самая холодная зима в Европе за последние десятка-полтора лет заканчивается. Если был план всех впечатлить, вернуться в повестку как самому отбитому, с которым можно только на его условиях, то план этот тоже не удался. Спустя год мы можем уже смело говорить: все усилия Путина, которые тот прикладывает, чтобы с ним разговаривали на его условиях, чтобы бесплатно получить фронтовое продвижение, очевидно, провалились. Они не впечатлили никого, кроме разве что Латынина и Арестовича. Никто никакой Донбасс отдавать ему не собирается. Более того, не очень понятно, насколько вообще работает этот закулисный разводняк Трампа на какие-то невиданные триллионы взамен на то, что Трамп станет для Путина лучшим генералом и выиграет за него войну. При всех разговорах Трампа, дескать, вот-вот мы с Владимиром заключим самую потрясающую сделку на свете, действия его имеют совершенно конкретный эффект. Атака на теневой флот, давление на Индию, помещение под санкции Лукойла – все это нанесло, очевидно, самый большой удар по доходам российского бюджета от нефтяного экспорта за все время войны. Более того, минувшего года европейским странам хватило, чтобы осознать себя чем-то большим, чем рыжими пасынками при американской администрации. Мы помним, как все начиналось, как всем казалось, что если США выйдут из игры, то Украине конец. Теперь США в военном и финансовом отношении де-факто из игры вышли. И оказалось, что для Европы не существует варианта просто смириться с тем, что Путин захватит Украину. До всех разом, от канцлера Германии до президента Финляндии, дошла вполне очевидная истина. Война эта на Украине не остановится. НАТО в Европе без США находится в крайне уязвимом положении. Украина — единственная преграда, которая пока связывает с собой путинские войска и отделяет их от стран Балтии, от Польши и далее везде, вплоть до Берлина. Этот процесс не был особо публичным, но если мы посмотрим на графики, то увидим, Европа практически полностью заместила объемы американской помощи Украине, по крайней мере в деньгах. Даже если бы того желал, Трамп не мог бы подарить Путину Украину ни за какие фантазийные 12 триллионов. Война идет в Европе. Украина — это ответственность Европы, и, кажется, Европа это в полной мере осознала. Нельзя договориться с Трампом ни о каком переделе Европы. Европа против. Именно она теперь главный союзник Украины. Уже не только из абстрактного гуманизма, но и из чувства самосохранения. Спустя год очень странного блудника с Дональдом Трампом Владимир Путин оказался в ситуации сильно худше, чем та, с которой он начинал. Успехами на фронте похвастаться не вышло.
не вышло никого впечатлить. Дональд Трамп слушает и кивает все более богатым обещаниям и одновременно гоняет Путина по миру с его нефтью и танкерами. Арестовывает его союзников, показывая, что тот слаб не только на фронте, но и во внешней политике. Европа, которую, казалось бы, давно выписали из глобальных игроков, ощутила свою субъектность. Европа быстро милитаризируется, больше помогает Украине. Теперь Путин не может воспринимать ее как приложение к американской внешней политике. Теперь недостаточно просто взять и развести на что-то Трампа. Европа воспринимает Путина как врага и дарить ему победу не собирается. К началу же 26 года абсолютно всем стало ясно кое-что еще. Мнимый рост экономики, вызванный бюджетными инъекциями на войну, для Путина закончился. Ресурсы его исчерпаемы. И со временем он будет становиться слабее, а не сильнее. Испарилось всеобщее представление о России как совершенно о бесконечной силе, способной потратить сколько угодно денег и убить сколько угодно людей. Путин, очевидно, очень хорошо провел время в прошлом году. Потрепал людям нервы, подержал журналистов на ночном бдении, развел Трампа на путешествие в Анкоридж. Всех покатал на эмоциональных качелях. Старику было точно не скучно. Но результат вполне очевидный. При всех разводах, при всем одноклеточном вранье, при всем притворстве, Путин спустя год стал гораздо слабее. Первая половина прошлого года выглядела для него точкой бесплатного триумфа, когда весь мир снова, как перед началом войны, поверил, что он способен взять Киев и принялся хороводы вокруг Путина водить. Но теперь очевидно, тот увяз в войне и запутался в собственных целях окончательно. Никаких иных итогов у этого года переговоров нет. Путин делает максимум возможного, но может он постепенно все меньше. До завтра.